Несколько лет назад, счастливые времена коронавируса. Всем здорово. Короче, такая телега. Вышел я на работу, и тут мне приходит смс-ка, что меня ждет на почте Spectrum Next. Короче, работа идет нафиг. Наше время. Блин, чуваки, не поверите, но опять собираюсь на работу, и опять мне приходит смс-ка, что на почте меня ждет Spectrum Next. Что за люди? Как только соберусь на работу, сразу новый Spectrum Next выпускают. Короче, работа опять идет нахер. Хотя, кому я чешу? Какая нафиг работа? Я ж безработное ничтожество, которое живет на пожертвования. И даже на корм кошкам донаты собирает. Ну, так а шо? Кішки та цуценята не можуть покупати собі в кішачих магазинах. Ладно, погнали. Итак, вот он, вожделенный Spectrum Next второго кикстартера. Видите, вот модель Accelerated, то бишь, я так понимаю, с Raspberry Pi на борту. Есть еще модель Plus, но здесь, походу, модель Accelerated. А первый Spectrum Next первого кикстартера у меня именно модель Plus. Разнообразие. Ну что, кстати, перед тем, вот как открывать, можно обратить внимание на саму коробку. Она так жирно сдобрена британским изящным юмором. Видите, вот как при загрузке спектрума R-Tape Loading Error, а здесь R-Tape Cutting Error. И да, это прикольно. Но по факту здесь важная надпись. Написано «Не открывать острым инструментом». И как теперь быть? Надо тупить. Наверное, достаточно тупо. Даже для Spectrum Next уже пойдет. Так. Сказал бедняк. Хотя какой я нафиг бедняк, если у меня два Spectrum Next. Блин, еще картон. А если это разводы, тут один картон. Нет. Нет. Это просто прокладка. И вот он великий и ужасный. Красивый охренительно. Боже, какая красота. Ладно, это все славоблудие. Давайте смотреть. Коробку сохраним до лучших времен. Возможно, еще пригодится. Вот он. ZX Spectrum Next второго кикстартера. Офигенно. Вот это подгон от команды Spectrum Next. Many thanks to Mike Cadwallader and all ZX Spectrum Next team. Короче, буду сразу же по ходу сравнивать с первым Next. Вот таких штук в коробке первого Next не было точно. Если мне не изменяет память. Но, походу, не изменяет. Таких вот штук не было. Это клево. Надежность пересылки выросла. Но все же это не главное. Вот коробка какая. И он тяжелый, чуваки. Чтобы вы понимали, он прям таки реально нелегкий. Красный. Давайте поставим две рядом, старую и новую коробку, и сравним их. Вот старый Next, а вот новый. Какая краше. Я скажу по-простому. Я человек простой. Они пиздатые обе. Defloration. По-моему, пленки вот на первом Next, на Next от первого кикстартера пленки не было. Поправьте меня, если я ошибаюсь. По-моему, первый Next был без пленки. Какой же он смачный. Просто красота, красотень. Красотища. Открывайся.
Давай, дружок, ты в Украине. Я понимаю, что не хочется, но надо. Итак, компьютер ZX Spectrum Next. И что у нас здесь? А здесь у нас вот такая красивая, дорого-богато Sinclair ZX Spectrum Next. Круто. Давайте посмотреть. Угу. Короче, тут у нас блок питания. И он сильно прям отличается от блока питания первого кикстартера. Переходники для разных типов вилок, розеток, вернее, это было тоже. Но сам блок питания здесь вот такой вот. Это радикально не так, как было на первом Next. Там было все гораздо проще, без надписей, без логотипчиков и всякого такого добрища. Сейчас принесу и покажу, как выглядело на первом Next. Вот БПшечка с первого Next, она хорошая, но это просто БПшка. А тут именно БПшка с Sinclair ZX Spectrum Next. Не принципиально, но приятно. А вот что сильно улучшает жизнь и облегчает, вернее, жизнь, так это, друзья мои, вот это вот. Вот этой штуки мне очень не хватало в первом Next. И да, как бы понятно, эту проблему можно решить самостоятельно, но тем не менее, теперь здесь есть выкл. И не просто выкл, но и с логотипом Next. Радуга, стилизованная под Spectrum Next. Ну вот реально, в компьютере первой модели приходилось вытыкать шнур этот, ну или колхозить самому такую штуку. Короче, здесь этот вопрос решили, потому что критики по поводу этого момента как бы хватало. Ладно, складываем пока БП и идем дальше. Давайте уже достанем этого зверя, этого монстра. Визуально, честно говоря, я отличий особо как бы и не вижу. Кроме того, что здесь все новенькое, чистенькое и красивенькое. Мой уже Next немного подуставший, потому что я бесчисленное количество раз проходил на нем Серфреда. Залетал в щель в элите, а здесь все новенькое, все красивенькое, все аппетитненькое. Ну, по-моему, USB-порты здесь да, это Raspberry Pi на борту. И Digital Video Debug это тоже, походу, Raspberry Pi. Я не знаю, для чего этот порт. В принципе, все то же самое. Визуально я отличий так не вижу на первый взгляд. Но нужно сравнить поближе с первой моделью. Как вы считаете, нужно или не нужно? Да по-любому нужно. Сейчас принесу. Итак, вот мой ZX Spectrum Next с первого кикстартера, а вот ZX Spectrum Next со второго кикстартера. Оцентрую их немножко. Вот как-то так. Я отличий не вижу. Ну да. Вроде бы их и нет, как бы. Здесь все тоже аналогично, ну, кроме того, что здесь Raspberry, здесь входа-выхода, есть дополнительные, которые на моем отсутствуют. У меня просто заглушки, но если поставить Raspberry, то будет то же самое. И снизу те же яйца. Ну и правильно, потому что было все клево, а если все клево, то менять как бы нифига и не нужно. Офигеть, 2 Spectrum Next. Я король мира. Ладно, давайте теперь вернемся к упаковке и ко всяким аксессуарам. Что у нас тут есть еще? Вот такая штука. Sinclair ZX Spectrum Next Quick Start. Вот этого вот не было в первом выпуске. Картонная качественная фиговина, на которой все детально расписано для новичков, для тех, кто не имел дел с Next. Все по буковкам. Все по пунктикам. Хорошо, этого не было. И мануал. Вот он. Такой вот мануал у ZX Spectrum Next второго кикстартера. Сейчас я принесу мануал от первого, и мы их немножко сравним. Меня интересует один маленький пунктик. Итак, чисто внешне. Вот мануал от первого Spectrum Next. Пылью покрылся. И мануал от второго Spectrum Next. Тоже покроется пылью, но не суть. Самый большой бадхёрт по поводу мануалов был в том, что здесь не было содержания в конце, и найти что-то здесь было проблемно. Почему так? Об этом рассказывали в интервью
ребята с команды Spectrum Next, кто не видел интервью с представителями команды Spectrum Next на моем канале, то посмотрите. Короче, здесь нет содержания. Появилось ли оно в новой версии? Тут вот у нас технические спецификации, на чем это сделано, как это работает. И да, тут есть содержание. Слава яйцам. Отлично. Красота. Хотя для меня это фигово, так как не до чего будет докопаться при следующем обзоре. Читать я, конечно, это не буду, но можно было всегда сказать, что ага, вот нет, короче, содержания. Тут же его нет. Нет, видите, тут просто заканчивается ничем. По толщине книги плюс-минус одинаковые. Ну, а сами коробки вот внутри вот так вот все сделано. Вот коробка от первого Next, и она картонная внутри, и вот эта штука тут всегда рвались, это у них всех болезнь были. Здесь решили сделать из такого, короче, материала. Короче, не бумажное. Все тут клево, все железно держится, ничего не рвется. Явно пофиксили, явно поработали ребята над этим моментом. Респект им и уважуха. Ну и естественно дизайн сзади тоже немного поменялся. Красный, это, я напоминаю, это новый Spectrum Next, а синий это старый. Раньше было написано Hardware Specs, а теперь Hardware Specifications. Не знаю, почему они решили, почему им не понравилось Specs, почему они написали Specifications, ну почему-то. Игры Exclusive Games, тут, как и следует ожидать, тогда Next еще не было, никаких игр на него не было в принципе. А здесь они изменили Exclusive Games на Enhanced Software, то бишь расширенный софт для Next. Не именно эксклюзивный решили впихнуть, потому что эксклюзивов как таковых мало, а вот скрины, короче, с расширенных игр, которые имеют не спектрумовские чисто игры, а имеют расширение для Spectrum Next. И здесь появилось много новых игрушек, баггеры, байкеры, всякое такое. Nextdo, это музыкальная программка, Head Over Heels, ну и конечно же Delta Shadow, вот. Та-дам! В принципе, из этих игр, то Delta Shadow лучшая. На мой взгляд, хотя вот Xena Brigade я не играл, она продается, по-моему, только в физике, и в цифре ее купить нельзя. То есть можно заказать диск, он приедет, не играл. Короче, вот так вот выглядит старый, а вот так вот выглядит новый. Ну и лицевая сторона, как бы особо ничего и не поменялось. И еще вот сбоку, обратите внимание, здесь написано 1024 килобайта оперативной памяти, а тут 2048, хотя и первую модель тоже можно расширить до 2 мегабайт. Как-то так. Блин, какого хрена у меня в кадре делает долбаная плашка на 32 гига? В топку это говно. Кстати, вот, чуть не забыл, нужно же еще сравнить SD-карты. Разница есть. Вот SD-карта со второго Next, она цветная. А с первого черно-белое. Ну логично. Раньше все было черно-белое, теперь уже цветное. Красота. Красивше, наверное, все-таки цветная. Ну, в принципе, это мелочи, конечно. Никакой роли это не играет. В общем, ладно, друзья, внешне мы сравнили. Теперь же попробуем это все дело включить. Вернее, не все, потому что это мы включали сотни раз. Попробуем включить вот это. В общем, включаем и посмотрим, хотя бы работает оно или нет. Вообще, нормальные пацаны подключают Next по RGB или по VGA, так как в таком случае мультиколор будет отображаться нормально, а по HDMI с мультиколором проблемы, там все с этим сложно. Подключать нужно стараться все-таки по VGA или по RGB, но тем не менее, не лень идти за конвертером, поэтому подключим по HDMI. Да, и играть в игры Дениса Грачева я не собираюсь. Сейчас звук уберу. Работает. Уже хорошо. Все работает. Не-не-не-не-не-не. 60 Гц нам не нужно. 50 Гц. Спектрум на 60 Гц это изврат лютый. Good. Вообще это включение такое вот чисто для галочки. Ну, буквально чтобы посмотреть, работает или нет. Потому что в принципе, здесь то же самое, что и первый Next, и вот на уровне обычного юзера разницу какую-то найти тут я не знаю как.
Ну да, вот оперативки больше написано. 1792 килобайта, то бишь 2 метра против 1 метра у моего Next. Ну ладно. Работает. Давайте какую-то, не знаю, демку включим. Или хрен его знает. Давайте какую-то демку. Айон. Нестареющая классика. Ну, короче, все работает. А знаете, вот что мне интересно попробовать? Мне интересно попробовать открыть TZX файл. Я напомню, TZX файлы это такая как бы mp3-шка, и они не открываются на стандартном Next, и не открываются они также на всех вот этих DVM-MC и прочих таких штуках. В общем, TZX требует мощностей для открытия, а так как здесь есть Raspberry Pi, то он по идее должен открывать TZX. Давайте попробуем. Я уже залил один файл на SD-карту. Попробуем открыть TZX с помощью Raspberry Pi. Как это работает? Так, Tab. А вот, TZX. А ну-ка, давай-ка. Угу. Вот оно что-то распаковывает. Что-то делает Raspberry. Короче, он его распаковал, или хрен его знает. Ага, он его типа распаковывает, а дальше потом уже идет загрузка, как воспроизводится как WAV файл. Угу. Ну, прикольно, прикольно. Короче, TZX открываются с помощью Raspberry, все работает. Будем знать. Выключаем. Запускать какие-то Delta Shadow и всякие там дизики с чаечками, как я это обычно делаю, я смысла не вижу никакого, потому что это все точно так же, как и на первом Next. Здесь в этом плане никаких отличий нет, и все будет прекрасно работать. Так, ну а теперь, наверное, давайте поговорим о более существенных отличиях этих двух машин. Раскрутим их и посмотрим, что там внутри. Сравним, чем отличается машина от первого кикстартера от машины второго кикстартера. В общем, раскручиваем. A few moments later. Я все раскрутил, и теперь вы можете наблюдать две платы от двух Next'ов. Слева у нас это плата от Next первого кикстартера Issue 2B, а справа это новая модель с нового Next Issue 4 со второго кикстартера. Нормально откомментировать все это дело я не смогу, говорю сразу, я в железе не шарю, но тем не менее я покажу все, чтобы те, кто шарил, сделали для себя какие-то выводы. Самое основное и самое главное отличие между этими платами это плесена, основной чип, FPGA. Они здесь разные. Почему так получилось, я думаю, вы все знаете. Кто не знает, я расскажу. В общем, фишка в том, что когда второй кикстартер был в процессе изготовления, как раз имел место быть тот самый дефицит полупроводников. И Spartan, вот этот чип, на котором Spectrum Next изначально и задумывался, он как бы перестал поставляться, с ним были перебои, и, короче, что-то там они... В общем, заглохло все это дело. Поэтому команда Spectrum Next перешла на плесену с названием Artix, и у нее возможностей несколько побольше, чем у Спартана. Давайте покажу вам все это дело чуть-чуть поближе. Вот. Плесена первого Next, Spartan 6. Видите, да? А вот плесена второго Next, чип Artix 7. Короче говоря, так как на новом Next плесена несколько поинтереснее, чем на старом, то разработчики этим воспользовались и немножечко расширили возможности Next, так что у нового Next все-таки какие-то там есть улучшения по сравнению со старым. Я, честно говоря, не знаю в чем. Для рядового юзера, я думаю, это не столь существенно, и в рамках рядового юзера, я полагаю, этот компьютер можно считать, в общем, как одним, и никаких особых отличий вот для обычного чувака, повторяю же, у него нет. Хотя вот, тем не менее, нужно заметить, что прошивка для этих компов, она разная, то бишь дистро, которое вы качаете с сайта Spectrum Next, и которое вы заливаете в комп, оно разное для первого кикстартера и для кикстартера второго. И также, чтобы быть по возможности максимально объективным,
нужно, наверное, заметить, что есть как минимум одна какая-то игрушка, которая работает только на втором кикстартере, а на первом она не работает. Я так полагаю, игрушка из себя ничего интересного не представляет, но тем не менее это нужно заметить. Да и вообще вот по поводу игр и по поводу софта, я полагаю, что игроделы, которые при памяти, которые, в общем, как-то интересен им рынок и всякое такое, они не будут выпускать игры, которые будут работать только на втором кикстартере, и они не захотят терять ту клиентуру, ту потенциальную аудиторию, которая сидит на первых кикстартерах, а это несколько тысяч человек. Поэтому я думаю, что весь дальнейший софт будет прекрасно себе работать как и на первом, так и на втором кикстартере, и, возможно, какие-то редкие исключения, если кто-то захочет как-то там что-то сделать именно такое для второго кикстартера, ну, я не думаю, что такое будет явлением частым. Во всяком случае, с экономической точки зрения, это кажется совершенно решением таким себе. Не очень. Короче, давайте все немножко подытожу. Эти компьютеры совместимы, это одна платформа. Да, у них разные чипы, у второго кикстартера чип поинтереснее, возможностей у него побольше, поэтому там какие-то минимальные косметические, я бы сказал, улучшения сделаны, но по сути для обычного пользователя, я думаю, роли не играет вот пользоваться первым или же вторым. Ну а на что еще здесь можно обратить внимание, я не знаю, пусть железячники и обращают внимание. Как видите, платы выглядят несколько по-разному, но опять же откомментить нормально это я не могу. Да, вот здесь у нас Raspberry Pi, а здесь его нет, но на это обращать внимание не стоит. Это как бы дополнительная и совсем-совсем не обязательная опция. Кроме всего прочего, я вижу, что здесь вот у нас стоит Wi-Fi в этом месте, а на втором кикстартере Wi-Fi модуль уже совершенно в другом месте. И я так подозреваю, это связано как-то с теми наводками и с теми шумами, которые давал Wi-Fi на звук. Не знаю, есть ли они на новом Next, я еще это не тестировал. Но смею предположить, что Wi-Fi модуль перенесли в другое место именно из-за этих самых наводок. Но опять же, это только мои предположения. Отпишитесь, те, кто шарит в этом всем деле больше. Как-то так, друзья мои. Делайте свои собственные выводы. Ну а вот лично для меня в рамках моего, скажем так, спектрумирования совершенно пофиг, какой машиной пользоваться, первым или вторым кикстартером. Они обе клевые, они обе работают, умеют то, что мне нужно, они совместимые и софт у них одинаков. Вот опять же я повторяюсь, но я не думаю, что будет какой-то клевый или там важный, интересный софт вот конкретно для второго кикстартера. Я так не думаю, короче. Ладно, давайте подведем какой-то итог по поводу всего этого, так как гонять его и проверять на нем кучу игр и демок я смысла не вижу никакого, потому что в принципе это та же самая машина, что и мой старый Spectrum Next, и каких-то различий в работе здесь просто не будет. Короче, хорошая ли эта штука? Да, однозначно, и на мой взгляд она стоит своих денег. Ее просто приятно вот держать в руках, это готовый, шикарно исполненный продукт. Но вот если у вас уже есть Spectrum Next с первого кикстартера, то меня терзают как бы смутные сомнения, имеет ли смысл его продавать и покупать вот этот. А если же у вас нет Spectrum Next и вы в данный момент подыскиваете себе эту машинку на eBay, то, конечно, имеет смысл брать Spectrum Next второго кикстартера, если разница в цене небольшая. А если большая, то можно спокойно брать из первого кикстартера, потому что, повторяюсь, это то же самое по большому счету, вот разница только в каких-то мелочах, в косметике, короче. Ладно, спасибо еще раз команде Spectrum Next за офигенно выполненный продукт и за такой шикарный подгон. А всем вам спасибо за просмотр и до скорых встреч, друзья мои. И, конечно же, особые респектосы всем моим донатерам на стримах и таким патронам, как Андрей Угольник, Unknown Filmmaker, Drunkfly, Соль по вкусу, Snout81, Вариат, АДФ, Александр Бережной, Александр Ляшук, Арт, Crazy Animal, Сайбер, Юджин Трунев, Сергей, Василий Селиванов, Василий Харужик, Маша и Серега, басист Аксель, Володимир Шевченко, Александр Веприк, Дизи Дарк. И, конечно же, огромнейшее спасибо всем тем замечательным людям,
тем, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих голубых экранах. Покедова!